Россия веками жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела крушение. Может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее более естественней? Привет! Вы на канале Заяц, а это сейчас была цитата Александра Солженицына из сборника 1974 года. Да, сегодня у нас ролик об этом невероятно эпичном персонаже. Скажу честно, меня давно уже заколебало то, что всех, кто был против советской власти, любят приписывать к либералам. Это просто мега тупое упрощение. Особенно в случае Солженицына. Чуваки, чтобы быть либералом и демократом, недостаточно только ненавидеть совок. Это как бы вполне конкретный набор взглядов. Ну там права человека, сменяемость власти, многопартийность, толерантность. Ну знаете, все эти западные ценности. Так вот, сложно найти человека более далекого от таких взглядов, чем Солженицын. Если мы откроем публицистические тексты Александра Исаевича, то там будет и про то, что демократия России не нужна, и что нужна сильная рука и православие, и что Запад загнивает, и про то, что Украина, Беларусь и Северный Казахстан — это русская земля. Даже про Новороссию можно найти. В общем, хоть прямо сейчас бери да нарезай цитаты для Путина. Хотя подождите, в 2022 году Путин уже прямо ссылался на гарвардскую речь Солженицына. Интересно, правда? Еще не стоит забывать, что Солженицын отказался принять от Ельцина орден Андрея Первозванного, а вот у Путина награды вполне себе брал. Так что мой ролик может показаться довольно необычным. Особенно разрыв шаблона может ждать поклонников Клима Жукова или какого-нибудь Тубуса, которые пытаются выставить Солженицына как неполживого абсолютного авторитета для либералов, хотя вообще-то они сами упоминают эту фамилию в сотни раз чаще. Я нарисую совсем другой портрет Солженицына. Не как диссидента, развалившего СССР, не как совесть нации, а как человека, который во многом создал современную российскую идеологию, если такая вообще есть. Вечный вопрос: как заработать много денег? Ходить в офис — это понятно. Тут вряд ли можно открыть для себя что-то новое. Какие еще варианты? Сегодня популярный тренд — это инвестиции, а для особых ценителей — инвестиции в крипту. Но здесь же и целое непаханное поле для бесконечных криптоскамов. Да, до сих пор можно встретить предложение с обещанием прибыли в сотни процентов. Надеюсь, все из вас понимают, что это обман. Если же рассматривать вполне легальные вклады и акции, то для реально хорошего профита придется ждать не один месяц. Рынок можно обогнать только если быть опытным трейдером. Рассматривать трейдинг можно как дополнительный вид заработка, так и основной. Но это прям целая профессия. Стать успешным можно только если знать успешные стратегии и постоянно следить за финансовыми новостями. Поэтому, чтобы лучше понимать мир инвестиций, надо найти опытного наставника. И тут я рекомендую канал Академия трейдинга. Роберт, автор канала, более 9 лет занимается трейдингом и имеет огромный багаж знаний за спиной. В своем телеграм-канале он делится своим опытом торговли, от обучающих постов до видеоуроков, которые помогут как новичку, так и опытному трейдеру. У него также есть закрытый канал, в котором он выдает так называемые сигналы для торговли. Этот вариант больше подходит для тех, кто не хочет тратить время на изучение стратегий. Суть сигналов заключается в том, что трейдер заключает сделки и дублирует их в свой канал, и вам остается только повторить за ним. Конечно, это не гарантирует огромной прибыли, но Роберт как минимум не пытается продать советы, которым не следует сам, а его финансовые результаты говорят сами за себя. Если ты, так же как и я, ничего не понимаешь в трейдинге, но хотел бы открыть для себя новый вид инвестиций или просто получить новые знания, welcome на канал Роберта. А чтобы попасть в закрытый канал, просто напиши ему в личные сообщения простую фразу «Хочу на марафон». И он добавит тебя абсолютно бесплатно. Ссылку на Академию трейдинга и личный контакт Роберта я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь.
Итак, я постараюсь показать, что попадение сочинений Солженицына в российскую школьную программу – это не от большого желания обгадить Советский Союз, а часть более глубинных процессов. Давайте начнем сначала и посмотрим, в каких условиях жил этот человек до того, как стал знаменитым. Солженицын родился в Кисловодске в 1918 году, а еще он на самом деле не Исаевич. Его отца звали Исаакий Семенович. Если что, это достаточно нормальное русское имя для того времени. То есть отчество вообще-то должно было быть Исаакиевич. Но когда молодой Солженицын получал свой первый паспорт, то там ошиблись и записали Исаевич. Ну ладно, это была минутка душноты. Гораздо интереснее другое. Кем была семья Солженицына? Тут есть некий парадокс. Солженицын вроде такой исконно поконный писатель, русский патриот, автор романов про деревню. И вон, посмотрите, борода какая. Ну, точно вышел из крестьян, как и большинство подобных писателей. И вроде бы даже так и есть. Если открыть Википедию, то там будет как раз такое. Отец русский крестьянин с Северного Кавказа, мать украинка, дочь хозяина богатейшей на Кубани экономии. И как бы да, с таким происхождением не поспоришь. Но вот если начнешь разбираться в биографии более подробно, то окажется, что ситуация немного не такая. Родители Солженицына были выходцами из крестьянской элиты и познакомились в Москве, где Исаакий Солженицын учился в институте, а мать Таисия Щербак на женских сельскохозяйственных курсах. То есть по факту ближе то описание, которое молодой Солженицын давал в советских анкетах. Родился в семье студентов. В 1918 году отец Солженицына умудрился погибнуть на охоте. Серьезно, живя в самом пекле гражданской войны в Ставрополье, он умудрился не дожить ни до мобилизации в Белую армию, ни до мобилизации в Красную, а умер нелепым образом на охоте еще до рождения сына. Когда в ходе гражданской войны Кисловодск занимали то те, то эти, семья Солженицыных не занимала чью-то сторону, а просто выживала. Потом мать Александра переехала в Ростов-на-Дону, устроившись работать в одну из крупных госконтор. То есть, резюмирую. Будущий певец русской деревни родился, в общем, в семье интеллигентов. Землю никогда не пахал, а с 5-летнего возраста жил в Ростове-на-Дону, который был крупным городом. Детство Солженицына тоже было вполне себе советским. Максимум можно встретить упоминание, что маленький Саша в 1 классе ходил в школу с крестиком на шее. Хотя это середина 20-х, я думаю, тогда половина октябрят умудрялись совмещать веру в Бога и в советскую власть. А дальше было тоже все стандартно. Пионерия, комсомол. Буквально ничто не показывало, что в Ростове живет будущий пламенный борец с коммунистической диктатурой. Ну просто потому, что он им и не был. Давайте я проговорю очевидную вещь. Поколение, к которому принадлежал Солженицын, это по определению советское поколение. Ну просто никакой досоветской жизни они уже не застали. И даже сравнительно свободные времена НЭПа прошли в раннем детстве, а их личность сформировалась уже при вполне махровом сталинизме. И поверх этого им советская пропаганда мозги промывала чуть ли не с рождения. В общем, странно удивляться, что Солженицын-подросток рос обычным комсомольцем. Кстати, там даже был момент, что будущий борец с ГУЛАГом чуть ли не поступил на работу в НКВД. История была такая. После школы Солженицын выбирал между математикой и литературой. И выбрал математику. Поступил он на математический факультет в 1936 году на специальность учителя. И вот к ним дважды приходили с других вузов и агитировали переводиться. Ну типа, ребята, что вам в школе киснуть? Лучше осваивайте героическую профессию и будете на переднем крае в строительстве социализма. На 2 курсе приходили из какой-то летной академии, а на 3 из школы НКВД. Причем это был 1938 год, разгар большого террора. Солженицын оба раза отказался, но не из принципа, а просто решил, что не потянет. А еще в институте Солженицын начал сочинять. Причем планы были грандиозные – создать большой исторический роман. Он сделал какие-то наброски к тому, что потом станет романом «Август 14-го».
Разумеется, тогда это предполагалось как вполне советский текст про Октябрьскую революцию с коммунистических позиций. В 1941-м Солженицын закончил универ, и его определили учителем в деревню. А потом началась война. Про проведение Солженицына на войне ходит много мифов. А на самом деле там все до банального скучно. Солженицын повел себя как типичный представитель своего поколения, то есть как советский патриот. Он сразу добровольцем записался в армию. Причем из-за слабого здоровья его вначале не брали, а потом направили в тыловую часть. Так Солженицын оказался под Сталинградом. Шучу. То есть не шучу. Он действительно служил в Сталинградской области, но только до Сталинградской битвы, когда этот регион был глубоким тылом. А потом в 1942 году его отправили учиться на офицера. В Красной армии были такие потери, что на ограничения по здоровью стало наплевать. Солженицына, как математика, стали учить на артиллериста. Тогда же не было планшетов и дронов, и нужно было все считать на бумаге. Так Солженицын стал специалистом контрбатарейной борьбы. Дальше он прошел почти всю войну, от Орла через Беларусь и до Восточной Пруссии. И опять же, практически нечего рассказать о его военной биографии. Простите, что я в таком контексте, но опять же, он был как все. Просто методично выполнял свою работу, даже получил пару орденов за руководство батареей звуковой разведки. Единственный прикол, уже в самом конце войны комбат Солженицын на поле боя столкнулся с власовцами. Зафиксирован как минимум один эпизод, когда он таких пленных просто отпустил по домам. А еще даже на войне Солженицын не забрасывал писательство. Прямо с фронта он посылал в Москву какие-то свои очерки и рассказы, но их не публиковали. Отзывы были примерно такие: пишут хорошо, но таланта сочинителя не хватает. В общем, главная мысль, которую я хочу донести: до этого момента Солженицын вел обычную жизнь советского человека. Он буквально ничем не выделялся среди миллионов точно таких же людей. Но потом, совершенно внезапно, 9 февраля 1945 года Солженицына прямо в штабе его подразделения арестовали, лишили наград и отправили в тюрьму. Что? Что он такое вообще сделал-то? Арест Солженицына – отдельная тема. Время от времени в интернетах появляется очередная волна серпомолотковых разоблачителей Исаича. И все они крутятся вокруг одного аргумента. Да правильно его посадили, он же троцкист, изменник Родины. Но не все так просто. Как оказалось, НКВД следила за Солженицыным еще с 1944 года. Обвинение ему в итоге предъявили по знаменитой 58-й статье. Суть была в следующем. Как я уже говорил, Солженицын активно писал с фронта. Он отправлял свои рассказы в столичные журналы, переписывался с дома и особенно активно общался со своим другом детства Николаем Виткевичем. Солженицын и Виткевич в принципе знали, что существует военная цензура, но воспринимали ее, примерно как многие воспринимают сейчас, что нельзя писать про перемещение войск, военные действия и прочую стратегическую инфу. А на остальное, как думал Солженицын, контрразведке глубоко наплевать. Кому какое дело, что там думают между собой два капитана рабочей крестьянской армии. В общем, он ошибся, потому что именно в этих письмах нашли состав преступления. Что ж там такого было-то? А прикол в том, что мы толком не знаем. Есть официальная версия из постановления комиссии по реабилитации в 1956 году. Из материалов дела видно, что Солженицын в своем дневнике и в своих письмах своему товарищу Виткевичу, говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказывался против культа личности Сталина, писал о художественной и идейной слабости литературных произведений советских авторов, о нереалистичности многих из них, а также о том, что наши произведения художественной литературы не могут противостоять ловко состряпанной буржуазной клевете на нашу страну. В протоколах допросов, которые сохранились и доступны, Солженицын все сводит исключительно к вопросам литературы. Там нет ничего о Сталине, Троцком и неправильной советской власти. Но вот уже в 60-е, когда Солженицын стал известным писателем, он в интервью говорил уже по-другому.
что они с Виткевичем обсуждали проблемы сталинского СССР, жестко критиковали Сталина и называли его пахан. И в какой-то момент Виткевич предложил записывать их идеи. В смысле идеи о том, что случится после войны и что по этому поводу надо делать. Солженицын согласился. И так возникла резолюция номер 1. Опять же, текст этой резолюции мы знаем только частично, в виде фотокопии, которую сам Солженицын показывал журналистам уже в 70-е. Там было про то, что мировая революция откладывается, и что после войны наступит мирное соревнование двух систем – социалистической и капиталистической. Но что пока Сталин у власти, СССР эту гонку не выиграть, потому что пахан заинтересован в сохранении своей власти, а не развитии государства. А значит, нужно создавать организацию для борьбы. Вот цитата из этого документа. Глубокое, полное и многостороннее изучение и раскрытие истории и экономии социалистического общества с 1917 года во всех производственных, политических, военных и идеологических, литературных особенно, проявлениях. Составлены картины настоящего, отыскание предпосылок на будущее, определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройке. Выполнение этих задач невозможно без организации. Следует выяснить, с кем из активных строителей социализма, как и когда найти общий язык. Что мы тут видим? Что эти два дебила обсуждали создание по факту оппозиционной партии в сталинском, мать его, СССР в открытой полевой почте. И представьте себе, очень удивились, когда их арестовали. Из-за этого даже появилась конспирологическая теория, мол, не могли Солженицын и Виткевич быть настолько идиотами. Да, и в архивах НКВД текста резолюции не сохранилось, а Виткевич вроде как даже отрицал, что видел этот текст, так что есть версия, что всю эту историю Солженицын придумал уже постфактум, а в реальности обвинение было более банальным. Но в любом случае, как выглядит ситуация? Два молодых офицера на своем опыте столкнулись со всей дурью войны, причем оба интеллигенты. И тут напоминаю, что я говорил чуть раньше. Это поколение, которое пропитывали пропагандой чуть ли не с рождения. И вот они видят, что реальность даже в таком святом деле, как Отечественная война, не соответствует тому образу, который вкладывала в их мозги пропаганда. Разочаровываются, начинают это между собой обсуждать. Еще учтите, что им нет и 30, ну и вот решают создать оппозиционную организацию из двух, человек. Мне понравилось одно сравнение, которое я нашел в интернете, что дело Солженицына — это буквально дело нового величия образца 1945 года. Ну, типа какой-то чел из СМЕРШ захотел себе звездочку на погоны. Нашел малолетних дебилов, которые трындели языком в открытых источниках, и состряпал из этого экстремистскую организацию. Ну а дальше дело техники. Чего-чего, а выбивать показания в сталинском СССР умели. Просто процитирую самого Солженицына. Вы не спали 3 суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью. И времени вам на размышления ни минуты. И вы даете показания. Помутненным мозгом я должен был сплести что-то правдоподобное. Виткевич на первом же допросе признался во всем и стал старательно топить и рассказывать о создании антисоветской группировки. Солженицын сначала все отрицал, но через неделю запел как соловей, что он считал Троцкого наследником Ленина, и даже что он хранил дома портрет Троцкого, что излагал свои взгляды жене, бывшей любовнице, коллегам и даже попутчикам в поезде. Вообще про Троцкого забавно. Ну ладно, когда троцкистом оказался чувак лет 40, который хорошо помнил бравого наркома и создателя Красной Армии. Но Троцкого выслали из СССР в 1929 году. Солженицыну тогда было 10 лет. То есть он вырос в государственной парадигме, что Троцкий враг. Откуда он мог узнать об идеях троцкизма, да еще и портрет Троцкого достать? Но это так, к слову. В результате Солженицыну дали 8 лет, Виткевичу 10. И тут еще один сюрприз, который как бы общеизвестный, но
кем-то может не осознаваться. В смысле, Солженицын — главный писатель про ГУЛАГ. Интуитивно кажется, что он побывал в Воркуте и на Колыме, но на самом деле нет. На Колыме был Варлам Шаламов, автор колымских рассказов, еще один важный автор лагерной темы. О нем и его отношениях с Солженицыным я еще дальше скажу. А Солженицын был на островах архипелага ГУЛАГ с достаточно мягким климатом. В августе 1945 года его направили в лагерь, но не на Колыму, а в Новый Иерусалим в Московской области, где был кирпичный завод. Потом его перевели на стройку в Москве. Если кто-то читал «Один день Ивана Денисовича», то это буквальное описание того, чем занимался Солженицын. Строил дома. Только в рассказе они работают в какой-то глухой провинции, а не в Москве. Кстати, Солженицын достаточно откровенно рассказывал, как ему удалось устроиться в этом лагере. Зэку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лагпункт, ты каждый раз изобретаешь, за кого бы выдать себя в этот раз. И Солженицын вообще не имел строительного образования. Приехав в Москву, заявил, что он нормировщик, в смысле инженер, ответственный за соблюдение норм выработки. Ему поверили. А это значит что? Это значит лучшее питание и отдельная комната для руководства с кроватями и электроплитой. Правда, обман раскрылся через полгода. Просто потому, что Солженицын реально ничего не понимал в профессии нормировщика, и его вернули в общий барак. Впрочем, ненадолго. Летом 1946-го, на второй год отсидки, Солженицына внезапно выдернули, по его собственным словам, из лагеря для строителей и отправили в Рыбинск, в Шарашку. То есть в такую специальную тюрьму, где сидели люди с научными специальностями и разрабатывали что-нибудь, что нужно. Обычное вооружение. Принцип работы таких заведений сам Солженицын хорошо описал в романе «В круге первом». Конструкторские бюро на воле – это бледный кружок вокруг яркой головы, а в Шарашке дюжина медведей живет в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят. Скучно. Может, изобретем что-нибудь? Давайте. Так создано многое в нашей науке. Почему Солженицына отправили в Шарашку, сложно сказать. То есть Солженицын говорил, что в 1946 году он написал в графе «специальность ядерный физик», хотя сроду не был физиком, а был математиком. Даже не математиком, а учителем математики. В итоге по Шарашке Солженицын поездил 3 года. Сначала в Щербакове, это сейчас Рыбинск, затем занимался радиоразведкой, потом в Загорске, это сейчас Сергиев Посад, где сидели оптики. А потом в Марфино, сейчас это часть Москвы, в нынешнем НИИ связи. А Шарашка — это далеко не лагерь. Хуже всего условия у Солженицына были в Сергиевом Посаде. Но даже там был не барак, а просто общежитие. Комната на 17 коек. Более того, каждому обитателю Шарашки полагался мини-огород, где он мог выращивать всякую зелень себе на еду. И сама еда была вполне приличной по меркам ГУЛАГа. А еще там заключенным даже платили. Из-за хороших условий жизни есть версия, что Солженицын был на зоне стукачом. И прикол в том, что это не версия. Солженицын сам признавался, что еще в 1946-м подписал соглашение о сотрудничестве с лагерем на Калужской заставе и был записан в особом отделе лагеря, как агент Ветров. Собственно, Солженицын изложил все это в архипелаге ГУЛАГ. Причем признался не в духе «меня заставили», а более открыто, мол, боялся, что его из сытного и теплого места нормировщика в Москве отправят на Колыму. Но еще Солженицын добавлял, что Ветров остался только на бумаге. То есть в реальности никаких доносов он не писал. А вскоре после того соглашения с администрацией его и вовсе перевели из лагеря в Шарашку, а там было уже другое начальство, которое ни про какого Ветрова не слышало. Правда, есть на этот счет и другое мнение. В 1970-е, когда Солженицын был уже диссидентом, появился документ, якобы донос агента Ветрова 1952 года. Тогда Солженицын сидел в лагере в Казахстане, и как раз в то время в лагере случилось восстание заключенных. Вообще, такие бунты под конец правления Сталина происходили регулярно. Конкретно там началось с того, что в лагере переписали несколько тысяч бандеровцев. Если что, это не обязательно бойцы УПА. Так в СССР называли всех арестованных на западе Украины. И с приходом украинцев началась веселуха. В какой-то момент ночью заключенные пошли на штурм внутрилагерной тюрьмы. Охрана
начала по ним стрелять, было убито, мы не знаем сколько. По официальному отчету погиб один заключенный и было 3 раненых. В реальности убитых было, скорее всего, больше. Так об этом пишут все мемуаристы. После подавления бунта зэки объявили забастовку и голодовку, требуя привлечь к ответственности виновных в расстреле. Голодовка длилась 3 дня, ни к чему особенно не привела. То есть через 3 дня без еды заключенные согласились вернуться к работе. С другой стороны, за бунт из них никого не наказали. Причем тут Солженицын? А при том, что он был в числе переговорщиков, которых зэки отправляли к властям лагеря. И вот спустя много лет чехословацкий журналист Томаш Ржезач опубликовал документ якобы от агента Ветрова, где тот предупреждает начальство лагеря о скором бунте. С этим документом есть куча вопросов. Как минимум из-за того, что, судя по воспоминаниям охранников лагеря, мятеж для них был полной неожиданностью. Поэтому большинство историков считает донос Ветрова подделкой. Но как бы там ни было, все вышеперечисленное дает понять, кем был Солженицын в лагере. А был он выживальщиком, не строил из себя героя, всячески пытался добиться барака потеплее и пайки побольше. Такая стратегия позволила отсидеть весь срок почти без потерь. В феврале 1953 года, еще до смерти Сталина, Солженицын вышел на свободу, просто отсидев свой срок. Как на свободу? Как политзаключенный. Он не имел права возвращаться в РСФСР. Его отправили в пожизненную ссылку в село Коктырек в Казахстане. Работал там Солженицын по специальности, учителем математики. В марте того же 1953 года отец народов таки откинулся. А в 1956 году, после 20-го съезда, вообще отменили такую форму наказания, как ссылка для политзеков. Так что Солженицыну торжественно вернули паспорт, и теперь он мог ехать куда угодно. А потом его и вовсе реабилитировали за отсутствием состава преступлений. Он переехал в Центральную Россию, сначала жил в деревне Мильцево во Владимирской области, потом в Рязани, работал и там учителем математики. В общем, судьба достаточно типичная. После смерти Сталина сотни тысяч сосланных интеллигентов вернулись из лагерей и встроились в советское общество. Взять того же Виткевича, второго малолетнего дебила, подельника Солженицына. Он вышел и стал просто работать химиком по специальности. А про свои 10 лет в Воркуте говорил, что это были ошибки молодости. Но вот Солженицын особо не интегрировался. Как минимум он завел традицию устраивать День зэка, отмечать день своего ареста лагерной баландой. И помимо этого он сильно изменился. Тут, понятное дело, многое наложилось. И бесчеловечное отношение к заключенным, и то, что в лагерях он общался с власовцами, бандеровцами и прочими противниками советской власти. Но, в общем, если в лагерь вошел сомневающийся коммунист, то вышел из него антикоммунист. Разуверился в Марксе и Ленине, зато принял Христа. С тех пор и до конца жизни Солженицын будет топить за православие и духовно-нравственные ценности. Думаю, если кто-то из вас проходил Солженицына в школе, то помнит, какой у него, скажем так, специфический язык. Дело в том, что Солженицын изначально избегал всех иностранных слов, и в результате получилась по-своему красивая, но дико архаичная речь. Это тоже последствия лагеря, потому что там доступ к книгам у Солженицына был ограничен. И одной из книг был словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Это словарь еще из 19 века. Кстати, а знаете, кто еще так делал? Есенин. У нас про него совсем недавно был ролик, тоже посмотрите, не пожалейте. Так вот, Солженицын 8 лет листал эту книгу, читал, перечитывал, и как-то так и начал говорить и писать. Причем подвел под это целую теорию, мол, надо избавлять русский язык от бюрократизмов. После освобождения Солженицын начал делать уже профессиональную писательскую карьеру. И тут давайте я скажу одну не очень уважительную мысль по поводу литературы Солженицына. Поэт Константин Симонов как-то сформулировал это так: Солженицын не писатель, Солженицын очеркист. Не в том смысле, что он пишет плохо, а в
том, что Солженицын, похоже, вообще не мог придумывать сюжеты с нуля. Все его книги — это так или иначе пересказ того, что с ним было в жизни. Ну серьезно, «Один день» и «Архипелаг ГУЛАГ» прямо основаны на опыте Солженицына-зэка. В круге первом про шарашку в Марфино. «Раковый корпус» — это описание эпизода, когда Солженицын в 1953 году в ссылке заболел раком и лечился в Ташкенте. «Матрёнин двор» — это история о женщине, у которой Солженицын снимал жилье, когда жил в Мильцево. Самостоятельный сюжет только в «Красном колесе», но и там самое удачное — это пересказ архивных сведений. Так что неудивительно, что Солженицын стал писать про зэков. Он просто описывал свой опыт. Ну и ко времени это все подходило. Лагерная тема прекрасно легла на осуждение культа личности. В 1959 году Солженицын написал рассказ «Один день» Ивана Денисовича, а в 1962 его опубликовали в крупнейшем советском журнале «Новый мир». И тут надо пару слов сказать об этом журнале. Редактором «Нового мира» был Твардовский, которого обычно знают только как автора Василия Теркина. Но вообще-то это куда более сложный персонаж. Начать хоть с того, что Твардовский – сын человека, которого в СССР было принято называть кулаком. Его родители и братьев выслали в ссылку. Их семейный хутор сожгли, а Твардовский, который к моменту коллективизации уже жил в городе и считался официальным советским писателем, вынужден был писать поэмы про успехи коллективизации как путь к светлому будущему и прославлять Сталина. А потом написал Теркина, который вообще-то изначально был персонажем советской пропаганды времен войны с Финляндией. Не самой славной страницы в советской истории. Ну так вот, после смерти Сталина Твардовский оторвался за десятилетие вынужденного лизания пятой точки вождю. Сначала написал по праву памяти, про раскулачивание уже как про трагедию, а не великое достижение. А затем продолжение Теркина, где Сталин чуть ли не напрямую назван сатаной. И журналом «Новый мир» он управлял соответствующе. Настолько, что журнал стал чуть ли не самым радикально антисталинским во всем СССР. Правда, все равно оставалась проблема – советская цензура. Рассказ Солженицына был первым, который рассказывал о ГУЛАГе, и его надо было утвердить на самом верху. Поэтому Твардовский сначала собрал кучу положительных отзывов от Паустовского, Симонова, Маршака, Корнея Чуковского, в общем, от цвета советской литературы. А потом отнес рукопись и эти отзывы Хрущеву. Да, такие были времена, что публикацию в журнале должен был утверждать лично глава страны. Строго говоря, Твардовский планировал, что Хрущев просто увидит отзывы и разрешит напечатать, не читая. Но вышло несколько иначе. Хрущев таки прочитал текст, и ему понравилось. Я начал читать с некоторым предубеждением, и потом пошло и пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И написано, я считаю, с партийной позиции. Вы думаете, что там в лагерях не было жестокостей? Было. И люди такие подбирались, и весь порядок к тому вел. Тут надо пояснить, что Хрущеву это было тоже выгодно. В 1961 году случился 22-й съезд КПСС. Не такой известный, как 20-й, но он был в том же духе. Хрущеву нужно было убрать из руководства партии своих врагов-сталинистов, вроде Молотова и Кагановича. Но и Сталину досталось. В смысле, была запущена вторая волна антисталинской кампании. Как раз тогда тело вождя вынесли из мавзолея. Ну и рассказ Солженицына прекрасно ложился в эту кампанию, как своего рода артподготовка. В общем, рассказ вышел, и это был разрыв. Рязанский учитель математики разом стал писателем эпохи. Понятное дело, что помогла и государственная раскрутка. Его даже выдвинули на Ленинскую премию, высшую премию СССР, что-то вроде советского Нобеля по литературе. Но и без раскрутки было понятно, что рассказ попал прямо в нерв. В стране были буквально сотни тысяч бывших заключенных ГУЛАГа, которые, уж простите современную терминологию, ждали репрезентации. Солженицына буквально завалили письмами. Потом в том же «Новом мире» напечатали «Матрёнин двор». Затем случай на станции Кречетовка. В круге первом возникла проблема. Его цензура долгое время не хотела пускать. Но после 5 переделок роман все-таки докрутили и начали готовить к печати. В очереди на публикации был «Раковый корпус». А потом, в апреле 1964-го, Хрущева сняли.
И сразу наступили другие времена. Ну то есть пока это был еще не застой, но по крайней мере отношение к Сталину у Брежнева было другим. И пламенный антисталинист Солженицын оказался не ко двору. Правда, не сразу. Новый секретарь ЦК по идеологии Демичев поначалу говорил так: «Мы не хотим видеть у советских авторов пессимизма, очернительства и тайных стрел». Но Солженицын не такой, он не озлоблен. Но по факту гайки уже закручивались. Началось все с ареста в 1965 году писателей Синявского и Даниэля, которые публиковали свои произведения за рубежом. Потом очередь дошла и до Солженицына. В 1966-м на съезде партии его обвинили, вы будете смеяться, но в фальсификации истории. Дом Солженицына был под прослушкой, у его знакомых прошли обыски. Почему? Ну, вот как в 2002-м описывал ситуацию Семичастный, который в 1966-м был главой КГБ. Писателя Александра Солженицына следует отнести к самой серьезной категории врагов режима. В своих работах он обличал сталинские трудовые лагеря. Однако свое отношение к советской власти, пожалуй, наиболее открыто, он высказал в своем стихотворении «Произведении пир победителей», полном нескрываемой ненависти к советскому строю. В нем Солженицын объявил выдумкой подвиги Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, разнес в пух и прах весь командный состав армии. По нашим материалам, Солженицына раза два приглашал генеральный прокурор и предупреждал, что он нарушает существующие законы и может быть привлечен к судебной ответственности. И вот тут Солженицын резко трансформируется из почти лауреата Ленинской премии в диссидента. Свою позицию он в 1973-м сформулировал в знаменитой статье «Жить не по лжи». Сейчас над этой формулировкой принято стебаться, но, статью-то, похоже, никто не читал. На самом деле, там все достаточно конкретно и просто. Под ложью Солженицын понимал не что-то абстрактное, а конкретно советскую государственную идеологию. А под правдой не абстрактную правду, а личные взгляды человека. То есть жить не по лжи означает, если ты против государственной власти, против государственной идеологии, то игнорируй ее. Не голосуй за кандидатов от власти, не участвуй в официальных мероприятиях, не прогибайся, не говори, не делай то, что расходится с твоими убеждениями. Вообще совсем. Пусть ложь все покрывала, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упремся. Пусть владеет не через меня. Типа живи только тем, во что веришь. Хотя, конечно, Исаичу было легко говорить. У него на тот момент не было как таковой семьи. В смысле, первая жена его бросила, а роман со второй только начинался. Не было детей, не было постоянного жилья. Он по факту жил в гостях на даче Ростроповича. Возможно, в таких условиях удобно быть бескомпромиссным. Впрочем, насчет бескомпромиссности Солженицына есть и другое мнение. Известный писатель Варлам Шаламов, автор колымских рассказов, которые тоже про лагеря, назвал Солженицына дельцом, который использует колымскую тему в личных целях. Мотивировал он это тем, что Солженицын внезапно брал гонорары за свои произведения. Да, почему-то, по его мнению, если ты берешь деньги за работу, значит ты не настоящий художник. Забавно при этом, что Шаламов так-то тоже получал гонорары. Вообще, срач Солженицына и Шаламова возник из-за двух вещей. Во-первых, была личная обида. Шаламов в 1962 году попытался продвинуть свои рассказы через Солженицына в новый мир, но тот ничего не сделал. Ну, то есть отдал Твардовскому стихи Шаламова, а рассказа нет. Вот как это описывает сам Шаламов. Голос моего нового знакомого мягко шелестел. Вот я хотел показать в новом мире ваши очерки преступного мира. Там сказано, что взрыв преступности был связан с разгромом кулачества у нас в стране. Александр Трифонович Твардовский не любил слово «кулак», поэтому я все, что напоминает о кулаках, вычеркнул из ваших рукописей для пользы дела. Вообще, надо сказать, и в этом был смысл. Твардовский, как сын кулака, реально считал коллективизацию трагедией, а вот Шаламов
Нет. Солженицын описывал этот эпизод несколько иначе. Мол, он Шаламова всегда уважал, но у того проза реально хуже, чем стихи. Мол, в рассказах Шаламова действовали не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторялись из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт. Были у двух авторов и политические разногласия. Шаламов – это реальный троцкист, он был и старше на 10 лет, и в оппозиции сталинскому режиму еще с 20-х годов. То есть в лагерь Шаламов сел уже человеком с убеждениями. Убеждениями, которые не смогла сломать Колыма. И вышел он таким же коммунистом, каким и сел. Просто коммунистом, который не за Сталина. И вот этого уже Солженицын не мог понять. В 1995 году, уже после смерти Шаламова, Солженицын даст ему такую эпитафию. Он никогда ни в чем, ни пером, ни устно не выразил оттолкновения от советской системы. Не послал ей ни одного даже упрека. На остаток его разногласия с советской властью были как у Синявского, лишь эстетические. В общем, сложная история, которую литературоведы до сих пор разгребают. Но надо сказать, что Солженицын действительно своего не упускал, поэтому параллельно с преследованием КГБ у Александра Исаевича вышла достаточно грязная история о том, как он поругался с Твардовским. Дело было так. Роман «Раковый корпус» Солженицын сначала отдал в «Новый мир» для публикации. Публикация задержалась, но рукопись лежала у Твардовского в сейфе и ждала. А Солженицын хотел сразу роман, если не публиковать, то как минимум сделать известным. А теперь смотрите, в СССР не было закона об авторских правах, но Твардовский считал, что права на роман как бы у его журнала, и в целом он имел право так считать, потому что, они ж договаривались. Но Солженицын отдал «Раковый корпус» в самиздат, а потом еще и организовал полулегальное собрание книголюбов, чтобы обсудить роман. И у Твардовского горела жопа. Засудить Солженицына он не мог, потому что, повторяю, в СССР не было понятия авторских прав на произведение. Но Твардовский перестал общаться с Солженицыным и вообще запретил сотрудникам «Нового мира» с ним контактировать. Глобально жизнь Солженицына в конце 60-х, начале 70-х сводилась к двум вещам. Это повышение медийности, в смысле давания интервью разным иностранным журналистам, публикации в самиздате и за границей, и написание своего магнум-опус «Архипелага ГУЛАГ». Это задумывалось как масштабные произведения о лагерях, на основе тех воспоминаний заключенных, которые к нему попали. Суть он описал так. Художественное исследование – это такое использование фактического жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединенных, однако, возможностями художника, общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабее, чем в исследовании научном. Про научность это он, конечно, загнул. Про «Архипелаг» уже давно сказано как про произведение. Сейчас оно абсолютно не выдерживает критики как исторический источник. Оно им по факту не является. Это художественная книга, литература. Почему-то ярые критики этого никак не поймут, когда обвиняют Солженицына во лжи. Это как выпустить разоблачение на «Войну и мир». Типа, да, книга основана на реальных событиях, но это все еще не научное исследование. Называть это фальсификацией истории тоже язык не повернется. Солженицын сам признавался, что у него не было возможности вести нормальную архивную работу. В распоряжении у него было по сути два источника: официальные книги по истории НКВД и мемуары зэков. Все. Сегодня «Архипелаг» тупо устарел. Но для своего времени это был разрыв. Когда был написан первый том «Архипелага», на дворе был 73-й, 74-й, где-то так. По теме репрессий в стране тупо нет ничего. Кроме литературных произведений и осуждения культа личности. В учебниках истории этого нет. Книг про это нет. Есть только слухи про лагеря. Ясен пень, что на этом фоне книга Солженицына взорвала болото. Причем это был уже не первый взрыв. До этого в 70-м Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе. То есть еще до «Архипелага». И всего через 8 лет после того, как он опубликовал первое произведение. То есть понятно, что Солженицына наградили за тему, или, как писали советские газеты, это была Иудина плата за предательство Родины.
Солженицына предлагали выпустить в Стокгольм, чтобы потом не впустить обратно, но он отказался ехать. В результате Нобелевской лекции у него так и не было. Но бесконечно так продолжаться не могло. Солженицыну предлагали публикацию ракового корпуса в обмен на непубликацию архипелага, но он отказался. Ему удалось отправить текст за границу, и роман напечатали в Париже. А с января 1974-го главы оттуда стали читать на радио «Свобода». Ну и как бы все, ахтунг. Для советской власти это был уже край. В газетах началась кампания против Солженицына. Чего стоят только заголовки: «Отпор литературному власовцу», «Саморазоблачение клеветника», «Растленная душонка». Мы отвечаем презрением. 12 февраля Солженицына арестовали. Причем предъявили ему статью об измене Родины, по которой спокойно могли и расстрелять. Но времена были уже не те. С политической точки зрения было бы крайне неудобно расстрелять чувака из-за того, что он писал про расстрелы в СССР. Это будет все равно, что признать его правоту, да и Нобелевского лауреата. Поэтому впервые со времен Троцкого было принято решение выслать противника власти из страны. 14 февраля Солженицына посадили в самолет и отправили в ФРГ. Он несколько лет помотался по разным странам, после чего поселился в Вермонте, в США. За границей Солженицын не прекратил свою деятельность. Он активно призывал власти Америки и вообще Запада бороться против СССР. А теперь сюжетный твист. Этот голос поколения, совести нации очень не взлюбили почти все советские диссиденты и иммигранты третьей волны. Те, кто уехал в 70-е. Почему? А все потому, с чего я начал свой ролик. Эти конкретные диссиденты и иммигранты были теми самыми демократами и либералами. А Солженицын... Начать с того, что еще в 1973 году он написал письмо вождям Советского Союза. И это письмо было опубликовано сразу после его ареста и высылки. Там была, в общем, обычная критика советской власти. Только вот выход Солженицын видел в том, чтобы превратить СССР в национальное русское государство на основе православия. Прям как другой знаменитый бородач Дугин. А зачем все это надо? А затем, что СССР ждет война с Китаем, и нужно срочно поднимать патриотизм. Прикиньте, вообще у Солженицына Китай как главная угроза будет всплывать регулярно. А еще там были рассуждения, что любой прогресс вреден для экологии, поэтому нужно остановить развитие. Ну и что демократия не нужна, само собой. Герман Стерлигов одобряет. Думаю, теперь вы понимаете, почему либеральная советская иммиграция Солженицына просто разнесла. Но ему было пофиг. Один из заграничных друзей Александра Исаевича, теолог и бывший белый офицер Александр Шмеман, его взгляды описывал так. Россия противостоит Западу. Запад для России чуждая реальность, к тому же и глубоко больная. И все проблемы России от того, что интеллигенция увлечена Западом. Да и коммунистическая власть, с его точки зрения, тоже пришла с Запада. И вот на пути возрождения России стоит антирусски настроенная интеллигенция. Кстати, забавный момент. Сборник «Из-под глыб» Солженицын писал в соавторстве с Игорем Шафаревичем. Тем самым Шафаревичем, который во время перестройки запустил в массовую культуру термин «русофобия». И вот в чем прикол. Шафаревич в России считался типа национал-патриотом, а Солженицын предателем родины. Хотя по факту их взгляды практически не отличаются, и в реальности у них были хорошие отношения. Теперь давайте посмотрим на антизападнические взгляды Солженицына. В 1978-м его пригласили выступать перед студентами Гарварда. И там он выдал следующее. Если меня спросят, хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить «нет». Западный мир потерял общественное мужество. Даже биология знает, что привычка к высокоблагополучной жизни не является преимуществом для живого существа. Сегодня и в жизни западного общества благополучие стало приоткрывать свою губящую маску. Даже душа человека, истрадавшая под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более теплому, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существо.
существования как визитной карточкой, предпосылаемые отвратным напором реклам, одурением телевидения и непристойной музыкой. Ну то есть вы поняли, да? Запад загнивает потому, что слишком хорошо живет. И все это Солженицын утверждал, когда сам жил в США. Впрочем, американцам его вряд ли можно было назвать. Он жил в усадьбе в городке Кавендиш с населением в 1500 человек. И гордился тем, что койотов он знает куда лучше, чем своих соседей. Ну то есть демонстративно не общается с американцами. А кругом его общения были в основном эмигранты первой волны, то есть потомки белогвардейцев, что только укрепляло его взгляды и веры в такую консервативную утопию, что в прекрасной России будущего будет царь, и все будут молиться, поститься и радоваться прожиточному минимуму. Понятное дело, что даже среди диссидентов большинство Солженицына не понимало. На него даже писали пародию. Писатель Владимир Войнович признавался, что его знаменитый сатирический роман «Москва-2042» — это сатира не столько на СССР, сколько на Солженицына. Там один из главных персонажей — писатель-эмигрант Сим Карнавалов, который живет в Вермонте, в поместье, пишет книгу про ГУЛАГ и штудирует словарь Даля. В общем, образ узнаваемый. Кстати, нелюбовь была взаимной, а либералов-диссидентов Солженицын называл плюралистами. Для него это было прям ругательством. Типа нельзя признавать ценность разных мнений. Есть только одно правильное мнение, то самое, которого придерживается Солженицын. Был даже парадокс, когда Солженицына как-то спросили, кого из советских авторов он ценит, и тот не назвал ни единого диссидента. Зато очень хорошо отозвался о Шукшине, Солоухине, Можаеве и Белове. То есть о крестьянских писателей, которые вообще-то в СССР не имели никаких проблем с публикацией. А потом наступила перестройка, вместе с которой популярность Солженицына в СССР обрела второе дыхание. Потому что вырос спрос на любую альтернативу советской идеологии. А Солженицын с его фанатением по царской России выглядел как самый крупный альтернативный мыслитель. В 1990 году Солженицын даже написал программу реформ с еще одним мемным названием «Как нам обустроить Россию». Если вкратце, то суть там такая. Русские не готовы к демократии. И демократию нужно тянуть снизу вверх. То есть нужно разрешить свободные выборы на уровне горсоветов. А выше пусть будет диктатор. А чё бы нет? Когда-нибудь в далеком будущем Россия придет к демократии, но не сейчас. Разумеется, там есть и православие, и прочее возвращение до революционных скреп. А еще про то, что делать с СССР. И тут Солженицын выдает прям базу. Ну то есть давайте отпустим страны Балтии, Южный Кавказ, Центральную Азию. Они нам чужды. Но вот Украина и Беларусь ни за что. Это же историческая Русь. Их отпускать нельзя. Как и север Казахстана, потому что его Ленин отдал казахам. Надо вернуть. Про Украину там есть отдельная глава. Солженицын начинает с того, что его мать украинка. И, разумеется, делает вывод, что русские и украинцы один народ. Как это, работает? Откуда этот замах по-живому отрубить Украину? И ту, где сроду старой Украины не было, как дикое поле кочевников, Новороссия или Крым, Донбасс и чуть ли не до Каспийского моря. И если самоопределение нации, так нация и должна свою судьбу определять сама. Сегодня отделять Украину значит резать через миллионы семей и людей. Какая перемесь населения? Целые области с русским. Братья, не надо этого жестокого раздела. Это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время. Вместе попали в этот котлован. Вместе и выберемся. Никакой насильственной русификации, но и никакой насильственной украинизации. Ну, не знаю, по-моему, читая этот текст, можно играть в Путин-бинго. Ну, загибайте пальцы. Новороссия, один народ, Донбасс, русская земля, насильственная украинизация – это все Солженицын. Из дельных идей, которые актуальны и сейчас в «Как нам обустроить Россию», пожалуй, только проект сбережения народа. Солженицын уже в 90-м году заметил, что население России сокращается, и призвал бросить все силы не на внешние авантюры, а на поддержание жизни внутри страны. И когда говорят о Солженицыне, то этот проект сбережения народа часто упоминают. Вот только в 2007-м в одном из своих последних интервью он заявил, что эта задача уже не актуальна. Внешние авантюры, видимо, стали важнее. С новой Россией тоже вышло забавно. Солженицыну
вернули гражданство уже в 1990 году. Но вернулся он только в 1994, когда и СССР распался, и расстрел Белого дома прошел, и Конституцию новую уже написали. Так что Солженицына приняли со всеми почестями, но ничего из того, что он советовал, реализовано не было. Поэтому возвращение Солженицына в Россию — это трагикомедия. Обставлено все было с пафосом, самолетом в Магадан, там поклониться жертвам ГУЛАГа, а потом через Транссиб в Москву. Но только когда Солженицын доехал до Москвы, оказалось, что он уже не нужен. Даже цикл бесед с ним на ТВ быстро закрылся из-за низких рейтингов. Выступление в Госдуме прошло при полупустом зале. Более того, демократы из фракции Гайдара вообще пытались запретить выступление писателя в Думе. Но внезапно за него проголосовали коммунисты. Они же и хлопали больше всего. Потому что неожиданно Александр Исаевич с трибуны разносил Ельцина так, как Зюганову и не снилось. В общем, хотя Ельцин и подарил Солженицыну госдачу под Москвой, дружба не задалась. Солженицын даже отказался принять от Ельцина высший российский орден, потому что, цитата, «эта власть довела страну до погибели». Зато вот с Путиным у него все было прекрасно. Вот как сам Солженицын в интервью 2006 года описывал ситуацию в России. При Горбачеве было отброшено само понятие и создание государственности. Отсюда его многочисленные капитуляции и безоглядные отступки во внешней политике, принесшие ему столь шумные похвалы на Западе. При Ельцине, по сути, та же линия была продолжена, но еще была отягощена безмерным, ущемляющим ограблением России, ее национального достояния, а также беспрепятственным и потакательством государственному хаосу. При Путине не сразу стали предприниматься обратные усилия спасения проваленной государственности, хотя некоторые из этих попыток начали носить характер скорее косметический, затем стали проявляться четче. Внешняя политика при учете нашего состояния и возможностей ведется разумно и все более дальновидно. Александр Исаевич у Путина и награды принимал, и встречались они не раз. А после смерти писателя в 2008-м из него вообще сделали своего рода культ. Например, где-то тогда начались разговоры о включении архипелага ГУЛАГ в школьную программу. А в 2022-м Путин, как я уже сказал, ссылался на гарвардскую речь в описании своей внешней политики. А вот еще одна цитата из интервью 2006 года. НАТО методически и настойчиво развивает свой военный аппарат на восток Европы и в континентальный охват России с юга. Тут и открытая материальная, идеологическая поддержка цветных революций, и парадоксальное внедрение в североатлантических интересов в Центральную Азию. Все это не оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, а затем потеря ею суверенитета. Короче, да, Солженицын не либерал и не западник. Он скорее идейный прародитель Путина. История Солженицына – это история про то, насколько разные люди были в том, что мы называем движением диссидентов, и насколько сегодня его публичный образ отличается от реального. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Подписывайтесь на наш Телеграм и второй канал со стримами. Да, еще внимание, важная информация. У нас забанили страницу на Бусти, но это не значит, что мы половину наших спонсоров оставим без доп-контента. Мы сделали страницу на спонсор. Это тоже площадка для подписок и донатов. Но в отличие от Бусти, она не принадлежит никакой крупной корпорации. Поэтому я буду очень признателен всем, кто раньше нас поддерживал на Бусти, теперь перейдет на спонсор. Для наших патронов я выкладываю аудиокниги в своей озвучке, а еще периодически собираюсь с подписчиками и играю в игры. Ссылки, как обычно, в описании. Ну и как обычно, говорю спасибо тем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Даниил, Водолей, Крейзи Кэт, Алексия Суис, Анна Макунина, What Remains of Me, разбираем Кремль на брукивку для Львова, Политический цирк, Аяса Сахои, Богдан Сиренко, Денис Романов, Игорь Наводный, XP, Я Сперму М, Нона Шинкаренко, Глашатый, Ранейр, Донбассянин в стране басков, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти вот замечательные люди. Кстати, очень часто вы пишете в комментариях о том, что когда уже выпуск про Ленина.
Если ничего не изменится, не произойдет какого-то форс-мажора, то следующий ролик как раз будет большой 3-часовой фильм про Ленина. Поэтому ожидайте новостей по этому поводу. Получится, скорее всего, весьма интересное производство. Сделаем максимально качественно, как это возможно с нашим бюджетом, но еще мы будем собирать донаты на производство конкретного этого ролика. Поэтому не забывайте следить за социальными сетями, за вкладкой сообщества. Рано или поздно там появится объявление по этому поводу. Ну а с вами был Заяц. Надеюсь, вам все понравилось. Всем удачи и пока!